Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Хотела вам сегодня рассказать, как можно оформить вот такую горловину. Для реглана сверху двойная резинка с фиксированным перегибом и соединенная кетлевочным швом, ложным кетлевочным швом. Вот так выглядит с одной стороны. У меня будет двусторонний свитер. Вот таким образом оформлено. Я связала образец резинки 1 на 1, не очень высокий. Я его подрастяну и вот в таком виде измерю. 7 сантиметров. Я измеряю только 20 петель, образец 22 петли. Никогда не измеряю кромочные петли. То есть, видите, кромочные петли не включаются. Видите, вот откуда я начинаю и где заканчиваю. Итого 7 сантиметров. У меня 20 петель. Делим эту цифру на 7 и умножаем. В моем случае я буду руководствоваться, знаете, исходить из размера, из объема головы, окружности. Так, у меня 58 сантиметров. Так, что из этого получается? Получается 157, возьмем 158. 158 петель мне нужно сейчас набрать на спицы. Оставляем нити 1,2 м и набираем на спицы 158 петель плюс 1 для замыкания в круг. Обычным классическим способом 159 петель. Сейчас на спицах 159 петель. Переносим с левой спицы петлю, из которой исходит рабочая нить, на правую спицу. И протягиваем ее через предыдущую. Подтягиваем нити. Здесь обозначим начало ряда и начинаем вязать резинку 1 на 1. Начинаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так мы провязываем до конца ряда, лицевая, изнаночная. Подойдем к началу ряда, перекинем маркер и продолжим дальше вязать лицевую, изнаночную, и так по кругу 2,5 сантиметра. Значит, я провязала 2,5 сантиметра резинки 1 на 1, оставила последнюю петлю, провязываю ее сейчас, чтобы маркер не слетел, перекидываю маркер, и сейчас мы будем формировать отворот. Такой отворот я формирую вот иногда, когда в два сложения делаю резинку горловины, или когда делаю отворот у шапки. Это очень хороший способ, прекрасно укладывается отворот в таком случае. Делается он таким образом. Мы снимаем лицевую, не провязывая, но нить мы не натягиваем сильно. Изнаночную провязываем. Лицевую сняли, нить за работой, нить не натягиваем, но и не болтается. Изнаночную провязываем, сняли лицевую нить за работой, изнаночную провязываем. Так мы вяжем до конца ряда. И таких рядов у нас будет 3. Но я покажу начало каждого ряда из них. Провязала я один ряд формирования отворота. Теперь мы вот закончила его. Теперь формируем второй ряд отворота. Снова снимаем, вот видите, она уже была снята, эта петля. Мы снимаем ее снова. Лицевую сняли, изнаночную провязали. Лицевую сняли, уже снятую, второй раз ее снимаем. Изнаночную провязали. Так до конца ряда. Третий ряд формирования отворота. Перед нами снова лицевая, которую мы уже снимали 2 раза. Снимаем ее третий раз, провязываем изнаночную. Снимаем лицевую. По третьему ряду мы уже снимаем лицевую и провязываем изнаночной. Так действуем снова до конца ряда. Закончим формировать третьим рядом наш отворот. Закончили мы 3 ряда формирования отворота. Посмотрите, у нас лицевые трижды сняты во всех 3 рядах. Значит, мы снимали лицевую,
Если вы хотите, да, понять, в какую сторону у вас сейчас начнется отворот, не просто вот вы повторяли какие-то действия, а понять эти действия. Вот смотрите, если мы снимали лицевые, соответственно, эта лицевая будет натягивать ряды. Вот все эти 3 ряда будут подтягивать. А провязывали мы изнаночные, которые на этой стороне лицевые. Они длиннее. Соответственно, подтягивать они будут вот таким образом. Отворот у вас будет вот так выглядеть. Вот смотрите, видите, его уже видно, этот отворот. Вот таким вот образом он выглядит. Это если вам нужен отворот, естественно, внутрь. Вот таким образом. Для шапок вот так должен отворот выглядеть. Естественно, набор у вас должен быть таким образом, чтобы у вас та сторона была набора снутри, которая вам необходима для отворота. Если вам нужен отворот в другую сторону, наоборот, да, чтобы вот так вот отворот выглядел, значит, в таком случае вам необходимо провязывать лицевую, вы провязываете, а изнаночную снимаете нить перед работой. Только и всего. Разница только в этом. В таком случае у вас отворот будет в другую сторону. Сейчас у меня отворот будет заворачиваться вот таким образом. Закончили формировать отворот, и теперь мы далее провязываем еще резинки 2,5 сантиметра для нашего ворота, а резинку 1 на 1. Теперь мы все петли провязываем. Лицевая, изнаночная, как нужно по резинке, да, по узору резинки. Провязываем таким образом 2,5 сантиметра. Сейчас мы приступим к формированию ложной кетлевки, но в ложной кетлевке мы пропустим этап формирования полой резинки. Я так понимаю, что формирование полой резинки в ложной кетлевке сверху, когда мы вяжем, основной смысл в том, чтобы удерживать, скажем так, от растягивания резинку ворота, поскольку у нас здесь в формировании отворота снятые петли, которые, в общем-то, будут удерживать от растягивания. И мы проведем только ложный кетлевочный шов, и этот ложный кетлевочный шов тоже подразумевает, в общем-то, удержание резинки от растягивания. Значит, вот таким образом будет выглядеть ложный кетлевочный шов. То есть мы не будем формировать полую резинку, сразу же сделаем ложный кетлевочный шов. Вот таким образом он будет выглядеть, ложный кетлевочный шов, с одной стороны и с другой. Изделие у нас будет двухсторонним. Я предполагаю уже, какую сторону я буду носить, но все-таки я пока рассчитываю, что это будет двустороннее изделие. Вот таким образом с одной стороны и вот так вот с другой стороны. Образовался чудный отворот. Вот так вот он выглядит. И что мы будем делать сейчас? Теперь обратите внимание, вот видите у нас нить, которая осталась от набора, кончик нити. Вот видите, вот эти вот этот край мы будем сейчас поднимать, из него петли. Мы будем соединять не лицевой, не изнаночной. Вот, ну, мы смотрим, да, как она расположена сама по себе, немножечко спереди назад. Вот мы ее удобно для нее же будем накидывать, для того, чтобы у нас, ну, никаких перекосов не было, скажем так. Вот. А петля, которая сама на спице, она расположена правой стенкой впереди. То есть как классическая, а это выглядит как бабушкина. Почему? Неважно, потому что соединять мы будем, протягивая их одну через другую. Вот как при исландском закрытии. Только закрытие не будет проводиться. Только провязывать, как при исландском способе. Вот таким образом провязали, протянули друг через друга и провязали. Следующую петлю ищем. Вот мы подхватили вот эту, значит, вот она у нас. Не пропускаем, иначе будет перекос. Видите? Вы обратите внимание, что она одна через другую идут, поэтому вот видите, следующая будет вот эта вот петля, это будет петля. Не пропускать их. Закинули на спицу,
Вот таким образом. Вот как ей удобно. Видите, поскольку она расположена спереди назад, вот как ей удобно, так мы ее и будем располагать на спице. Входим в поднятую. Протягиваем через нее петлю с левой спицы и провязываем лицевой. Сняли. Здесь вот смотрим, чтобы у нас петли не болтались. Хорошо затягиваем. Ну, не перетягиваем, но затягиваем. Вполне нормально. Следующую поднимаем. Вот вы посмотрите. Исходит вот отсюда, видите? Вот она. Вот она поднятая. Сразу же за ней, которая вот ее и поднимаем. Закидываем на спицу. И протягиваем через нее петлю с левой спицы и провязываем лицевой. Сняли со спицы. И так далее. Вот мы будем поднимать таким вот образом петли. Следующая. Подняли на спицу. Протянули через нее петлю с левой спицы. Провязали лицевой. И так действуем до конца ряда. То есть соединяем два края до самого конца. Сформировали мы ложный кетлевочный шов. Вы уже видели, как он выглядит. И теперь, когда мы сформировали ложный кетлевочный шов, в общем-то, процесс кетлевки мы закончили тем же, чем и начали, только ложным кетлевочным швом. Полурезинку не формировали, и теперь приступаем к основному узору. Давайте посмотрим, вот рассмотрим хорошенько, как сейчас выглядит кетлевочный шов. И вообще, как выглядит резинка ворота. По-моему, все неплохо. Вот рассмотрите. Вот так будет с одной стороны. Вот с лицевой стороны, где мы делали кетлевочный шов. И это будет обратная сторона. Обе стороны я буду использовать. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами канал Вяжем вместе с Мариной. Всего доброго.